Здравствуйте! Сегодня я покажу, как самостоятельно, без специальных инструментов и программы, демонтировать актуатор привода сцепления с автомобиля Toyota Corolla E150. Мы будем использовать простые инструменты. Сейчас я вам их покажу. Итак, нам понадобится торцевой ключ на 12 небольшого размера, ключ с торцевой головкой на 10 мм, ключ помощнее на 12 и 2 отверточки. Начнем процедуру снятия мы с перевода актуатора в режим демонтажа или так называемый режим регулировки сцепления. Для этого нам необходимо, замкнув два контакта в колодке диагностики, и перемычка, а также инструкция по переводу коробки в положение регулировки и для инициализации трансмиссии. Я потом эту инструкцию прикреплю в описании, ссылочку на этот документ. Для наглядности будем использовать вот такой кусочек проволоки. Для того, чтобы зайти в режим, нам необходимо замкнуть четвертый контакт колодки диагностики с верхней стороны, более широкой части, и пятый снизу. Вот таким образом это будет выглядеть. Четвертый контакт сверху и пятый контакт снизу. Теперь, расположившись в автомобиле, следуем указаниям в инструкции. Для входа в режим нам необходимо включить зажигание и нажать 7 раз педаль тормоза в течение 3 секунд. Услышали 2 пика. После этого нам необходимо селектором перевести рычаг в положение ручного переключения. И для положения регулировки нам необходимо нажать 4 плюсика. 1, 2, 3, 4. И обратно перевести в нейтраль. Нажать педаль тормоза еще раз. Также нажать педаль тормоза не менее 3 раз в течение 2 секунд. 1, 2, 3. Зуммер издаст 2 звуковых сигнала, после чего необходимо селектор перевести в положение минус. При этом у нас актуатор вышел полностью в положение регулировки. Шток актуатора вышел. И мы можем демонтировать его в этом положении. Так, демонтаж нам необходимо начинать со снятия пластиковой накладки. Для этого необходимо снять клипс и ее крепление. Для наглядности воспользуемся обычной отверткой. Итак, 5 клипс мы демонтировали. 6-я клипса у нас еще должна быть установлена на крепление аккумулятора, но она здесь отсутствует. Снимаем накладку, сдвигая ее немножко назад. После этого нам необходимо открутить крепление аккумулятора. Это гаечка на 10 и винт на 10. Воспользуемся торцевым ключом на 10. И снимем крепеж. Откручиваем клеммы аккумулятора.
После этого мы можем снять аккумулятор. Снимаем пластиковую площадку аккумулятора. И после этого нам необходимо снять площадку крепления аккумулятора. Для этого нам необходимо открутить кронштейн патрубка системы охлаждения. А также 4 болта крепления самой площадки кузова автомобиля. После этого нам необходимо отсоединить жгут проводов от площадки. Для этого нам необходимо отщелкнуть маленькую клипсу крепления и нажать на язычок защелки кронштейна. Его нужно оттянуть вниз, а площадку потянуть на себя. Таким образом площадку мы демонтировали. Далее мы видим сам актуатор. Теперь нам необходимо снять с него электрические разъемы. Разъем датчика положения удобнее всего снимать двумя отвертками, так как со временем в него забивается грязь и лапку нажать бывает проблематично. Для этого мы второй отверточкой поддеваем фиксатор и сдвигаем разъем в сторону. Немножко ниже мы видим разъем электродвигателя. Его снимаем при помощи одной плоской отвертки. Для этого необходимо поддеть немножко ниже разъема фиксатор и также сдвигаем разъем в сторону. Для того, чтобы снять сам актуатор, воспользуемся малым торцевым ключом на 12. Сначала открутим верхний болт. А затем нащупаем руками и сорвем два нижних болта крепления. И выведем актуатор из зацепления с вилкой. Актуатор демонтирован. Устанавливаем на место наш модернизированный актуатор. Перед установкой на что нужно обратить внимание? Шток актуатора должен стоять в положении регулировки сцепления или практически полностью выдвинутый из актуатора. Этого можно добиться двумя способами. Либо подключив разъемы датчика положения и разъем электродвигателя программно при помощи либо перемычки, либо диагностического адаптера перевести его в это положение. Но тут есть такая неудобная деталь, что сначала нам нужно поставить актуатор, не прикручивая, одеть на него все провода,
поставить на место площадку аккумулятора, подключить аккумулятор. После этого только мы сможем это сделать. Потом нам необходимо будет опять все это разобрать, для того, чтобы актуатор, отрегулировать его положение и окончательно уже закрепить. Второй способ проще, так как он делается последовательно. Мы вручную перемещаем шток в это положение. Для этого нам необходимо открутить электродвигатель и плоской отверткой, вращая червяк актуатора, выдвинуть шток полностью из актуатора до заметного сопротивления. Как только мы почувствовали ограничение его хода, мы возвращаем на четверть полоборота обратно. И в этом положении мы сразу устанавливаем актуатор на автомобиль. Предварительно наносим смазку на упор вилки сцепления. Заводим актуатор за вилочку. Шток у нас должен попасть в четко выемку. И укладываем сам корпус в кронштейн. На кронштейне есть специальный прилив, который его удерживает в этом положении. И наживляем болты крепления. Верхний болт нам виден хорошо, а нижний придется на ощупь. Ищем прорезь, паз в корпусе актуатора и наживляем винты. После того, как мы наживили полностью винты, но не затягиваем их, у нас актуатор имеет возможность перемещаться по пазам. Придерживая одной рукой, мы натягиваем корпус актуатора, но не сильно, а только лишь до того состояния, чтобы сухарик плотно сел в выемку на вилке сцепления. Натянули немножко и затягиваем верхний болт ключом. После того, как мы затянули все три болта, можем убедиться в правильности установки, попробовав подергать рукой за вилку сцепления. Она должна иметь едва заметный ход. Свободного люфта быть не должно. Затягиваем окончательно все три болта с необходимым моментом. И, можно сказать, сцепление при такой последовательности действий у нас будет отрегулировано правильно. Далее одеваем на разъемы колодки проводов на электродвигатель. Его не видно из-за кронштейна. До щелчка. И разъем датчика положения. Убеждаемся в надежной фиксации разъемов. После этого устанавливаем площадку аккумулятора. Фиксируем жгут проводов на двух клипсах. И прикручиваем площадку к кузову. Затягиваем все болты кронштейна. Устанавливаем на место площадку аккумуляторной батареи и саму аккумуляторную батарею. Одеваем клеммы. И затягиваем болты. Устанавливаем на место кронштейн крепления аккумулятора. Вот этот крючок необходимо завести в отверстие в кронштейне. Притянули кронштейн аккумулятора крепежом и устанавливаем пластиковую накладку. Здесь необходимо следить, чтобы вот эти
защелки попали в пазы. И вставляем пластиковые клипсы. Все, под капотом готово. Перемещаемся в салон автомобиля. Перемычка в колодке диагностики до сих пор у нас установлена. Не включаем зажигание и не нажимаем пока педаль тормоза. Берем нашу инструкцию по инициализации и выполняем те же самые действия, которые мы делали при установке актуатора в положение регулировки, только с той разницей, что вместо выбора 4 плюсов нам необходимо сделать для начала инициализацию сцепления, то есть селектором нам необходимо выбрать плюс-минус, плюс-минус. Прозвучало 2 сигнала, удерживая нажатой педаль тормоза, перемещаем селектор плюс-минус, плюс-минус. Отпускаем педаль тормоза, нажимаем педаль тормоза еще раз и слышим 3 сигнала, которые отвечают за то, что сейчас выполняется процедура инициализации сцепления. Не менее 3 раз в течение 2 секунд нажимаем еще раз педаль тормоза. Зуммер издает еще 2 звуковых сигнала. После этого выключаем зажигание и отсоединяем нашу перемычку из колодки диагностики. После чего выполняем процедуру настройки системы. Для этого мы включаем зажигание на 40 секунд, затем выключаем зажигание на 15 секунд и после этого, удерживая педаль тормоза нажатой, рычаг переключения скоростей должен находиться в нейтральном положении, мы запускаем автомобиль. У нас буковка N сначала должна поморгать и затем загореться постоянно. После этого можем делать пробное движение. Видим, машина поехала, есть помощь при старте, все работает хорошо. Сейчас мы также подключим ноутбук для того, чтобы убедиться в корректности всех установок, выполненных вручную. Подключились к автомобилю, смотрим параметры блока управления коробкой передач. Нас интересует, насколько мы корректно установили, отрегулировали зазор между вилкой и штоком актуатора. Вот этот параметр нагрузка на выжимной подшипник отвечает как раз за эту регулировку. Как мы видим, здесь 21 ньютон нагрузки. Это вполне допустимо. До 100 ньютонов в плюс и в минус можно смело оставлять актуатор в таком положении. Если больше, желательно отрегулировать более точнее, придвинув или отодвинув актуатор в пазах его корпуса. То есть при помощи обычного инструмента и перемычки мы выполнили все те же самые процедуры, которые выполняются на сервисе по ремонту автомобилей Toyota. И при этом сделали это все дешево и просто. Также после замены актуатора тойотовский TechDoc рекомендует произвести еще одну процедуру. Это калибровка в движении. В чем она заключается? Вы должны выехать на прямую ровную дорогу, перевести селектор в ручной режим и, начиная с первой передачи, вы должны двигаться, переключая селектор на определенных оборотах. Или же смотрим по тахометру. То есть диапазоны у нас должны быть такие. С первой на вторую мы переходим в интервале 30-35 км в час. Со вторую на третьей 50 км в час. С третьей на четвертую 70 км в час. И с четвертую на пятую 90 км в час. А также необходимо произвести переключение передачи со второй на первую на скорости около 30 км в час. То есть вниз. Вот. После этого, можно сказать, полностью всю процедуру мы завершили.